Здрасте. Еще раз здрасте. Это второй стримчик за день. Анамика на месте, Эндрюс. Я уже затарился бананчиками. Классно тебе. Я все никак мандаринки не куплю. Очень хочется. А еще я хочу положить кожурку от мандаринок куда-нибудь здесь на стол, чтобы косыч не лазил, потому что коты не любят цитрусовые. Вот. Так что, сразу скажу, что произошло вне стрима. Я прошел квест с призывом 7. Вот. Мы там сначала одолели одного... Как он называется? Я забыл. Из Орда Фавониус рыцаря, который стоял вон там вот в проходе, с правой стороны. Мы его одолели. У него были 3 карты Хиличурла. Потом мы пришли в Кошкин хвост, и там мы сразились с Фишель. Вот, ее мы победили, получили ее карту. Также к нам пришел Пухляш, сказал, что теперь он там сделает дополнительную комнату, чтобы мы могли играть и так далее, и так далее. Да, всем привет, конничева. Привет, привет, привет. Вот. И теперь нам нужно идти вон туда, чтобы выполнять квест. На самом деле, я туда пришел заранее, но началась кат-сцена, поэтому я ее просто Alt F4. Но я вижу, что вон стоит Маргарита, которая была занята. И мы сейчас с ней поговорим, и все будет хорошо. У нас вторая попытка пройти легендарный квест с Джин. Ну все, Тенра, можно ПВП в карты. Ну да, с твоей рукой, там у тебя миллион карт. Дядя Тенра, во, спасибо. Ой, какой ты молодец. Все, спасибо, Кирару. Так вот, что мы делаем? Маргарита. Эй, вы двое. Маргарита, что ты здесь делаешь? Мой котик опять сбежал. Вы его нигде не видели? Не видели? Так сильно переживаю, что будет, если маленький принц ее не найдет дорогу домой. Мы поищем твоего котика. Тенра такая же, как и... Спасибо за подарочек. Какая же ты все-таки... Что? Размазная? Размазня? Ты чё, Пайман? Я поверить не мог, я думал, я неправильно прочитал. Какая размазня? Нам разве больше нечем заняться? Ты чё, собака? Я тебя всегда защищал. Сара или Чарльз тоже нуждаются в нашей помощи. Давай сначала поговорим с Джин. Вы собираетесь к Джин? Какое совпадение. Я думала, что ты ищешь котика. Ищу и собираюсь просить Джин поискать котика. Серьезно? Ты собралась просить Джин поискать твоего котика? А что в этом такого? Джин очень добрая и отзывчивая. Весомый довод. Пожалуйста, поговори об этом с Джин, а я бесплатно налью тебе в кошкином хвосте. Нормально. Поверить не могу, что мы будем говорить с Джин о сбежавшем котике. Так, тряпка только проснулся и на стримчик наткнулась. Доброе утро. Дадим Пайман бананчик. Ну, я ее на час сдам кому-нибудь, точно. Она договорится. Осуждаю Пайман, согласен. Нафиг ее забаним. Оло. Так. Джин. Ты заболела? Приветствующий действующий магистр. Приветствую. Магистр? Магистр? О, почетный рыцарь! Я рада тебя видеть. Прости, я, должно быть, отключилась ненадолго. Чем могу быть полезна? Несколько человек просили нас обратиться к тебе за помощью. Ясно. Спасибо вам за службу людям Манштата. Она заболела, реально. Обращения и просьбы записаны и внесены в реестр. Я приму соответствующие меры. Отлично! Ой, она засыпает. Мы же ничего не пропустили, верно? Хиличурлы Сарлы, налоги Чарльза, котик Маргариты. Кажется, это все. Тогда мы пойдем, Джин? Эй, Джин, все в порядке?
Джин, что-то случилось, вы приводите ее в собор в поисках помощи. Окей. Как она себя чувствует? Надеюсь, ничего серьезного? Обычное переутомление на работе. Ей просто необходим хороший отдых. Спасибо, что принесли ее сюда, иначе она продолжила бы в таком же ритме. У нее так много дел. Бедняжка Джин. Все время думает о других и постоянно забывает о себе. Такое случается уже не в первый раз. Бедняжка. Тенра, ты же почетный рыцарь, да? Пока магистр отдыхает, рыцари должны выполнять ее обязанности. Ты это хочешь сказать? Верно, но для этого понадобится более опытный рыцарь. У Джин так много работы, что любая помощь не помешает. Тебе стоит отправиться в штаб Ордов Авониус, а я позабочусь о Джин. Похоже, что она хочет от нас избавиться. Ага. Ничего, больше не будем вам мешать. Пойдем, Тенра. Так. Чего? Второй стрим? Да, второй стрим. У тебя в ТикТоке так должен чат стоять? Как стоять? Не понял. Сейчас проверим. Вообще нет, но там просто, видишь, ТикТок от разных девайсов показывает, обрезает стрим, поэтому я его сдвинул, чтобы у всех было видно. Вроде 30-й какой-то ранг. Нет, у меня 41-й, да. Тенра, ты в курсе, что Барбара сестра Джин? Что? Ты что, сестра Джин? Я же говорила, что позабочусь о Джин сама. У вас есть другие задания? Окей. Я не знал, теперь знаю. Пес какой. Так, выходим. Мне надо отметить квест, потому что он мне сейчас не показывает, куда бежать. Так, куда нам бежать? Найдите барьер. Письмо Тисато. Это же задание... Ой-ой-ой, это же задание легенд, уло. К заданию. Отслеживать. Все. Все, не кричите на меня. Доброго дня. Здравствуйте. Селедка? Не. Прости, пожалуйста. Рыба. Какая рыба? Я забыл, прикинь. Прости, пожалуйста. Это же в описании персонажа, так я еще не читал. Кая! О, я как раз ждал вас. Сёмга, точно, селедка. Сёмга. Я узнал от Джин, что Джин не здоровится от лица Ордов Авониус. Благодарю вас за оказанную помощь. Так вежливо и обходительно. Не похоже на Каю. Насколько Пайман его знает. Того требует обстоятельства. Мы ведь говорим о действующем магистре. У меня к тебе еще кое-что, кроме благодарности. Работа? Верно, ты читаешь мои мысли. Выполнение поручения Джин? Именно. Хотя Джин собиралась поручить эти дела кому-то другому. Я думаю, что без ее чуткого руководства эти поручения не будут выполнены. Так что я рассчитываю на твою помощь. Я буду спокоен, если сам почетный рыцарь займется этими делами. А почему бы тебе самому не заняться, а? Поверь, малышка Пайман, у меня есть куда более серьезные дела. Очень важные дела. Понятненько. Значит, Сара, Чарльз и Маргарита, верно? Да. Спасибо за помощь. До встречи. Понял. В итоге всем этим займемся мы. Мяу, мяу, здрасте. Какая у тебя лапка? Рыженькая. Так, Ви. Куда? Вон туда. Сидит. Так, это уже не мои проблемы. На самом деле, да, надо будет почитать про персонажей.
Я предлагаю закрыть, когда мы закроем Манштадт вот сейчас на 100% в плане квестов. Осталось 2 квеста. Я так понимаю, это как раз то, что мы проходим один. И следующий про Анема Архонта. Вот. Мы почитаем про манштадтских персонажей. О, Лиза. Лиза! Ты здесь по поводу возврата налогов? Привет, малышка. Все верно. Когда я узнала о состоянии Джин, я поняла, что могу помочь с бумажными делами. Отлично. Раз наша помощь больше не требуется, мы пойдем. Минуточку. Чарльз хотел? Хотел. Позвольте мне самому сказать, мисс Лиза. Я только что принял крайне важный заказ, но, к сожалению, у нас закончились продукты, а поставку свинокурни ждать еще бы долго. Жопастик, привет, спасибо. Спасибо за подарочек. Если у вас будет возможность, помогите разобраться с этой неприятностью. К чему такая спешка? Что это за крайне важный заказ такой? Заказ был сделан в последнюю минуту, буквально секунду назад. Да, все было именно так, как говорит Чарльз. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Так, на Мяу тоже что-то есть? Да, оно буквально недавно появилось. Ой, Жопастик, ты сломал интерфейс. Ё-моё, можно я скриншот сделаю? Я потом посмотрю. Главное не забыть, я потом починю это. Так, еще есть на F, если просто отправите букву F, будет анимации тоже. F, мяу и... не. Так, теперь куда мы идем? Вот, все. Тут телепорта нет? Нет. Окей. Куда? Ты забыл про задание легенд Моны. Очень классный персонаж в плане лора. Обязательно пройди его. Я пройду. Но я же по списку играю. Где мы? Вот. Джин, Венти, Амона... А потом уже Лиуэ. Окей. Но мы в любом случае, я буду проходить по порядку. Я все остальное знаю. Понял. Буп. Вниз, вниз. А знаете что? Что это? Там сундук. Там были 4 птички. Это те птички, если их убить, то тоже сундук появится. Это из той оперы. Там же пишется, там 3 минуты вроде. Так. Эрнест. Теперь понятно, что произошло с поставщиками Чарльза. Секунду. А вы здесь, чтобы спасти меня. Я жду помощи уже так долго. За все время моей работы на винокурне это первый раз, когда меня ограбят хиличурлы. Если бы не вы, я не знаю, что бы я делал. Расслабься, Тенра гроза хиличурлов. Отлично. Сопроводи этот аэростат. Обращайся с ним крайне осторожно. Хиличурлы здесь не главное. Гораздо важнее доставить товары в целости и сохранности. Я буду ждать тебя на месте. Окей. Нет, я про то, что если сундук как долго висит. Ой, не знаю, что за задание. Это про... У магистра выходной, про Джин. Задание легенд. А ты просто бери оттуда монетки и все. Ты такой плотный. Собака.
Ай-яй-яй. Хотя это мне на руку, это мне на руку. Не то. Где? Все. Ломаем. Сегодня выбило Нивелета. Поздравляю! Это ты молодец. Я кручу деда, но он не хочет отдаваться. Дед не отдается деду. Это же вообще что за беспредел? Баба. Зрители, давай по экранчику. Да это не обязательно. Спасибо большое. Ты кто? Тенра, мне кажется, у тебя на скине слишком светлые брови получилось. У тебя борода рыжая. Да, у меня рыжая борода, но так у меня волосы русые, только борода рыжая. Это magic. Так, можно, не то, вот это. Так, сначала убиваем магов, потому что, как мне сказали, они хилят. Не то, чтобы я верю... не надо. Не верю чатику, потому что чатик может обманывать. Они такие в чатике. Куда ты бьешь, собака? Костя, да. Спасибо за подарочек. Спасибо, хорошего стрима. Спасибо, всего доброго, хорошего тебе дня. Да не. И где и кто? Так, и вижу арбалетчика. Собаки какие. Так, никто там не появился? Нет, бочка. Вы по бочкам стрелять будете? Не надо. Так, можно вот так вот сделать. Бум. Уйди. Не того. Маг. Ща мы всех разберем. Так, не, их не надо бить. Ты что там сидишь наверху? Ты слазить будешь, нет? Ух, как он ударил! За что, Кусь? Ты посмотри какой, еще и ушел с моей ульты. Я тебе что, шутка какая-то? Я для чего кидаю? Чтобы ты помер в ней вообще-то, не? Блин, из квестовых мобов не падает лут, я забыл. Это печально. Ба-ба-ба. Так, давайте я включу, пока у нас тут ничего не происходит. А у всех стрим лагает, или это у меня из-за... Наверное, тебе стоит просто перезайти, но на самом деле ТикТок лагает. Айс говорит, понятно, спасибо. Все? Я вас отключу. Так, спасибо тебе, друг. Вы выручили меня. Я замолвлю тебе словечко на винокурне. Спасибо. Вот смотрю стрим по Геншину, появляется желание вернуться в Геншин. Вы делаете... Что? Что же вы делаете? Дорогой Тенра. Но я не виноват. Но он же интересный, он прикольный. Фара. Путешественники, в этом ущелье слишком опасно. Я бы на вашем месте пошел в обход. Что произошло? В последнее время в ущелье развелось слишком много монстров. Торговцам пришлось остановить свои товары. Оставить. Если бы мои фрукты успели испортиться, то отмывать киоск придется долго. Если мои фрукты успели испортиться... все понял. Все будет такое липкое и вонючее. Фу! Расскажи об ущелье пьяницы насчет твоего фруктового киоска. Пьяница. Спасибо за свой первый подарочек мне. Маки, спасибо за подарочек. Так, здесь раньше часто ходили караваны. Я тоже приторговывал в ущелье, чтобы заработать немного денег. Море. Бывало, что в ущелье забредал какой-нибудь монстр, но в целом все было не так плохо. Но теперь люди покинули ущелье, и караван оказался в ловушке. В конце концов, не так страшно, если я не смогу продать все фрукты. Но вот если они сгинут прямо в киоске,
сгниют. Да, беда. Здрасте. У меня тоже ТикТок лагает, на другие платформы лучше переходите. Вот это правильный совет. Можете зайти на любую платформу, написать там Тенра, и сразу выйду я. Та-ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Так. Все. Куда мы идем? Мы идем обратно. Можно я попью пока? Линочка, давай. Сразу на 3 площадках мощно. На 4. Так это у вас котик потерялся? Венти, ты пришел, чтобы помочь нам? Сам на марафон пришел. Я помочь вам? Вообще-то помощь нужна мне. Но Паймон заметила, как ты говоришь с Маргаритой о принце. Принц? Значит, вот как зовут кота, который стащил мои струны из... Что? Астрального железа? Хоть мне и греет душу, что свободный дух Манштата живет и в братьях наших меньших, но все равно я нахожу его поступок возмутительным. Принц, коварный маленький разбойник. Говоришь, как родитель, любящий баловать своего дитя. Да, прямо как Барбатос. Какое меткое сравнение. А теперь давайте отправимся на встречу с его избалованным высочеством, разбойничьим принцем Манштата. У меня сегодня выступление, струны мне более чем понадобятся. Зачем котику вообще понадобились струны? Ни один котик не сможет устоять перед... Что? Клубком? Клубком? Эти струны сделаны из астрального железа, пропитанного анема энергией. Они очень прочные, поэтому я обычно сматываю их в клубок. Так удобней. Секреты опытного барда. Ты сказал, струны, пропитанные анема энергией? Это должно сработать, Тенра, используй чувство стихий. Котик должен оставлять элементальные следы. Спасибо вам, принц бегает где-то в окрестностях рыночной площади и жилого квартала. У него черная шерсть без единого пятнышка. Так мы же знаем. Вот, возьми рыбку. Принц очень любит кушать рыбку. Окей. Всем привет. Всем здрасте. Так, что за задание? Задание у этого... Как? Блин, прикиньте, забыл. Как? Джин заболела. Короче, блин, как так, я забыл. У магистра выходной. Про Джин. Легендарное задание. Всем привет. Не проходить квест. В смысле, почему? Так, что ты хочешь? Найдите принца. Пойдем искать. Почему над ней висит? Я должен с ней еще раз поговорить? Или... То, что она сказала мне идти в торговый квартал. Такое чувство, что мне надо поговорить с ней. Задание легенд, значит. Да, все правильно. Непонятно. Давай, Маргарита. Принц должно бегает где-то в окрестностях рыночной площади и жилого квартала. Это черный котик. Ну окей. Все, ладно. А почему я ничего не вижу? Мне же сказали элементарные следы и все дела. Но он где-то вот здесь должен быть. Может быть, он встретил вот этого котика, который здесь постоянно бухает, споил его, и все, теперь принц уже все будет жить в канаве. Сервер Европа. Ты новичок или это Твинк? Я новичок. Я же правильно понимаю, это торговый квартал. Оба-на! Здрасте. Оба-ба! Схватил. Спрятался от меня. В друзья принимаешь? Ничего страшного, если нет. Я принимаю в друзья без проблем. Но людей, которые смотрят стримы, потому что у меня в прошлый раз очень быстро забился список из 100 человек, и я потом не мог принимать. Поэтому я сейчас принимаю только тех, кто сидит на стримах, чтобы было справедливо.
только заметила, что на Твиче полностью экран. Да, на Твиче Ютубе Трова. Экран полный. Принц, куда ты убежал? Хвала Архонтам, с тобой все хорошо. Заставила нас попотеть. Эй, маленький принц, зачем же ты от меня сбежал? Оставим их вдвоем. Вот твои струны, Венти. Нашлись. Я уже попрощался с ними навсегда. В награду ты получишь эксклюзивное выступление от лучшего барда на континенте, который будет играть на этих самых струнах. А? Ты что, заболел? Ты тоже заболел? Прошу прощения, аллергия на кошек дает о себе знать. Ты адепт, какая аллергия? Теперь понятно, почему ты сам не стал искать струны. В любом случае, спасибо за помощь. Уговорил скачок Геншин. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. 42 ранг! Ей! Сюда. Так. Джунли или Невилет? Я Джунли выбиваю, если ты спрашиваешь меня. Кто сейчас в баннерах? Да, я могу показать баннер. Молитва. Вот. Невилет и Джунли. Я кручу Джунли, у меня уже 73 крутки в него. А в конце стрима сделаем еще одну-две крутки. Так. Что? Все я, получается, выполнил или что? Что происходит? Ой, какой Си. Джей. Задание легенд. К заданию. Почему он сбрасывается постоянно, не понимаю. Сервер Европа. Я знаю, уже выхожу. Эмбер, ты пришла помочь нам разобраться с делами Джин? Да. Зачистить дороги от хиличурлов и обеспечивать безопасные поставки продуктов в город. Звучит как работа для скаута Орда Фавониус. Сара, ну перестань волноваться. Я же скаут. Я не разочарую тебя. Не пойми неправильно. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Я просто в шоке от того, сколько у меня заказов. Вот новый заказ. Огромный банкет или что-то вроде того. Серьезно? Ты умеешь готовить? Спасибо за свой первый подарочек мне. Спасибо большое. Сервер Европа. Европа. Шикарно, ты просто спасла хорошего охотника. Ну вот, украл у меня всю славу. Посмотри вот на этот заказ. Начни сбор ингредиентов. Спасибо за подарочки. Спасибо. Ты уверен, что Тенра умеет готовить? Может, получится что-то несъедобное? В смысле? Сейчас нам не до стремления к совершенству. Хороший охотник на грани закрытия, и мы должны спасти его. На грани закрытия? Для этого блюда понадобится 3 цветка сахарка и 3 порции мяса птицы. У меня все есть. А теперь за дело. И ты тоже, Эмбер. Я буду ждать тебя здесь. Ладно. Я 48 ранг. Ты молодец, я 42. Так, режим приоритетов включи, тогда не будет. А как включить? Подожди. Где это? Куда нажать? Я не понимаю, я не вижу. Я понял, не спам. Не спам. Будешь спамить, я тебя накажу. 3 цветка сахарка и 3 птицы готовы? Дай посмотреть, что у тебя там получилось. Сдать ингредиенты. Выбрать. Я 45 ранг, ты молодец. На ситуке спамит. Я вижу, я его сейчас... Да, все, я его баню. Бум. Все. Так. Отдать. Да, все готово. Что у нас дальше? Заказ номер 7. Цыпленок в медовом соусе. Такими темпами Тенра станет помощником шеф-повара. Если ты хочешь спасти ресторан «Хороший охотник», то подавай это блюдо горячим. Я так понимаю, на время? А как там сладкий цыпленок в медовом соусе? Подать блюдо. Ой, да у меня есть. Цыпленок в медовом соусе готов. Пахнет просто божественно. Исполнение уровня шеф-повара. Переходим к следующему заказу. Медовое мясо с морковкой. Медовое мясо с морковкой – традиционное манштатское угощение.
Все верно, это одно из фирменных блюд хорошего охотника. Рыцари всегда заказывают у нас сладкое мясо с морковкой. Фу, блин. Давай я начну. Я научу тебя, как готовить медовое мясо с морковкой. Я же умею. Ты вот так запросто научишь нас готовить фирменное блюдо хорошего охотника? Я сочту за честь поделиться рецептом с таким талантливым поваром, как ты. Как только медовое мясо с морковкой будет готово, неси его сюда. У меня же есть. Подать блюдо. Ну? Хорошая попытка, кажется, ты начинаешь понимать, что к чему. На этом все. Спасибо за помощь. Эмбер позаботится об остальном. Если тебе надоест быть искателем приключений, ты всегда можешь рассчитывать на место повара в хорошем охотнике. Понял. Интересно, как она себя чувствует? Давай сходим в собор проведать ее. Давай. Так, собор. Он опять слетел, я не понимаю. А режим приоритета в более поздних заданиях появится. А, серьезно? Ну ладно. Баны, да. Как же блюда из Геншина аппетитно выглядят. Ну блин, это сладкое мясо, да. А вы проходили задания в горах? Да, какое именно? Какие баннеры сейчас? Сейчас Нивелет и Джунли. Да, все правильно. Сейчас... Не буду. Хотел сказать, но не буду. Сейчас посмотрим, как там с Джин, как у нее дела. На самом деле, реально, всякую фигню и приходят ей и дают задания вообще самые дурацкие. Ей нужно разбить, сделать каких-нибудь джунов, которые будут выполнять всякую фигню. А что, не любишь остро-сладкое мясо? Нет, не люблю. Не ем вообще. В играх, это которую мы с тобой проходили. В смысле, на хребте? Да, хребет проходили. Это вкусно, меня так угощали. Но на вкус и цвет. Я не очень люблю сладкую пищу. Типа, я не понимаю, когда в еду добавляют фрукты, когда добавляют что-то сладкое, я вообще не перевариваю. Не понял. Так всегда было? Хочу туда. Путите. Хз, ел мясо с ананасами, было очень вкусным. Бан Фокса. Какой плюс в реп? Бан его. Барбара, мы вернулись. С возвращением. Должно быть, вы очень устали. Как себя чувствует Джин? Джин пришла в себя, но она по-прежнему очень слаба. Правда? Пойдем поговорим с ней. Она только что покинула собор. Я пыталась уговорить ее остаться, но она даже не стала меня слушать. Сказала, что хочет подышать свежим воздухом. Наверняка снова пошла к леди Венессе. Леди Венессе? К огромному дереву в долине ветров. Это место посвящено леди Венессе, герою Манштата. В тяжелые минуты Джин всегда ищет света у Венессы. И это очень личное. Барбара, откуда ты так хорошо знаешь Джин? Она сама рассказала мне перед тем, как уйти. Так, она еще не полностью восстановилась, верно? Может ли она защитить себя в случае опасности? Я переживаю за нее, но у меня еще очень много работы в соборе. Не переживай, мы возьмем это на себя. Теперь я спокойна за судьбу Джин. Да хранит вас Барбатос. Окей. Пицца с ананасами кто любит? Так, Мику в бан. В бан эту Мику. Туда ее. Так, нам сюда. Пицца с ананасами, кстати, тоже... Зачем? Давайте забаним. Вы не можете в пиццу добавлять ананасы. Это издевательство и кощунство. Отвратительно. Отвратительно, чат. Можно выдать бан этим господам? Мика, ты же ты модер? Забань сначала Фокса, а потом себя. Понимаешь? Ой, красиво. Ой, как красиво. Леди Ванесса, надеюсь, ты все еще покровительствуешь Манштату. Не знаю, смогла ли я и все остальные соблюдать твои заветы. Соблюсти. И стать сильнее ради тебя.
Джейн, ты в порядке? Поддерживаю бан пиццы с ананасом и имбища. Да. Тебя сейчас ананас пропишу. Короче, ясно, Тенра не гурман, просто человек. Не-не-не, наоборот. Это вы едите всякие какашки с пола. Я ж такое не ем. Какой иммунитет? Мне уже намного лучше. Не ожидала вас тут встретить. Ты уверена, что тебе лучше? Если честно, выглядишь ты неважно. Может быть, тебе стоит немножко отдохнуть? Так, ты всегда можешь положиться на верных рыцарей. Ты всегда можешь положиться на нас. Спасибо вам. Мне очень приятно это слышать. Ваша поддержка много для меня значит. Но я сама должна справляться с такими маленькими неприятностями. Иначе какой из меня защитник Манштата? Вот Ванесса была настоящим защитником. Джейн во всем равняется на Ванессу. Да, Ванесса была первым магистром, доброй, но настойчивой женщиной. Я хочу быть похожей на нее. Как рыцарь Львиный Клык, она свергла тираническое правление аристократов, а затем, как рыцарь Одуванчик, основала Ордо Фавониус. В ее времена повсюду царил мир и благодать. Рыцарь Одуванчик? Я думала, так называют Джин. Рыцарь Одуванчик и рыцарь Львиный Клык так называли магистров Ордена во все времена. А, теперь понятно. Джин, ты свирепый рыцарь Львиный Клык и мирный рыцарь Одуванчик. Для меня это большая честь носить эти титулы вслед за Ванессой. Но я чувствую огромную ответственность. Горожане Манштата верят в меня. Джин подходит титул рыцарь Львиный Клык, а Одуванчик подходит ей больше. Верно! Джин? Кто здесь? Кто здесь? Все-таки заметили. Такая шикарная возможность раз и навсегда избавиться от магистра. Вы двое все испортили. Как они узнали о Джин? Нападать в такой момент очень подло, даже для них. Ты не сможешь победить благородного рыцаря Одуванчика таким гадким способом. Кажется, пора отсюда свалить. Сваливай. Постой-ка! За ним! Ты сейчас помрешь! Джин, ты все еще не восстановилась! Возвращайся в город и отдыхай. Не пойдет. Я должна его поймать. Эх, Джин, ты должна беречь себя. Доверь погоню нам. Я доверяю вам, но я обязана его поймать. Ладно, но мы пойдем с тобой. Спасибо за понимание. Я с радостью приму вашу помощь. Так, ты чё? Ты уверена, что ты в адеквате? Ты куда бежишь? Поймайте члена Ордена Бездны. Мне кажется, она чуть-чуть с ума сошла. Она бегает вообще непонятно. Хотя я так же бегаю, пока собираю всякую фигню. Джин, не дури. Угу, данжик. Ага. Так, 69. Ладно, пойдем с Джин. Пойдем с Джин в данж на 69 уровень. Так и будет. Наглый сундук на заднем плане. Серьезно, я не увидел. Так, давайте я пока вас включу. Кирара, блюдо вкусное, ибо нет, что там... Ой, вот эти засранцы, которые не разбираются в еде. Ну что такое? Кирару говорит, тогда это и пиццы назвать нельзя. Вот именно. О! Ловушка! Осторожно! Проклятые ловушки! Серьезная рана? Я не собиралась калечить никого из своих. Я сама справлюсь. Не переживай, Тенра не оставит тебя одну. Мы с тобой, Джин. Но для начала позволь мне исцелить всех одуванчиковым бризом. Ты просто супер! Хиль меня, мать. О! Прикольно. Это? Хил?
А у меня есть хил в команде, ты мне не нужна, мать. Ты мне не нужна. Пацаны. С помощью интеллектуального навыка Джин, клинок ветра, можно столкнуть. А, чё же вы молчали? Ты чё не столкнулся? Я тебя зачем столкнул? Оло. Ладно. С ТикТока на YouTube перешел. Вот это ты молодец. Вот это я одобряю. А если скажу, что люблю салат с виноградом, чесноком, сыром, мне бан дадут? Да, тебе бан. Забаньте ее, пожалуйста, модераторы. Зачем? Так, блин, это знаете, как плов. Я очень люблю плов. Ненавижу, когда туда изюм добавляют. Прям не перевариваю. Я сначала, перед тем, как есть плов, сижу полчаса и выковыриваю саный виноград оттуда. Изюм. Ну как так жить? Вам больше заняться не чем? Зачем вы пришли искать меня здесь? Хе-хе, ну что ж, смельчаки, встречайте моих подчиненных. Чтобы избавить от страха воды... О-ба-ба. Так, пацаны. Бум. Помри, собака. Все. Я боюсь что-нибудь пропустить, как всегда. Потом... О, это коробки. Всем привет. Всем привет. Добро пожаловать. Задержи ешку. Задержать ешку. Давайте попробуем. Так, мне туда, но там есть дырочка. Я сначала пойду в дырочку. Потому что мне надо. Так, что есть? Ага, хотели скрыть от меня сундук. У-бу-бу. Можно вот так вот сделать? Ой-ой. Кокорень. Спасите. Не то, не то. Кстати, чат, я забыл. Я сходил, подобывал ресурсы тоже вне стрима, и мы можем улучшить сигну. Вот. Можем создать 8 вот таких штук, мне хватит, получается. И можем вот таких 7 создать. Тоже можем прокачать, уже будет 70 уровень. Классно же. Приветики, приветики. Я плов с рыбой люблю, прям очень... Ты что сказал? Забаньте человека, пожалуйста. Какой плов с рыбой? Ты о чем? Спасибо, Маки. Маки как из Soul Eater. Она... Ну, это именно... Это имя именно с этим ассоциируется. Ба-ба-ба. Пацаны, жарьтесь. Ой, не то, не то, не то. Вон оно как. Ё-моё, это круто. Подожди, я их могу тупо жарить? Жарь. Прикольно. А джин-то классный, оказывается. Кто ж знал? Ладно, буду иметь в виду. А потом будет стрим? Будет. Ну, либо уже ближе к вечеру, к ночи будет стрим. Вот. Ты что такой плотный? Я не хочу ничего ультовать, но как-то он прям это... Очень плотный. Так. Нам, короче, дают попробовать механики джин. Ну, давайте попробуем. Мы их можем просто выкинуть в дырочку. Это прикольно. Бум! Ой, не то, не то, не то. Давайте вот так вот сейчас сделаем. Вот так вот бумс, потом бумс, и вот так вот сейчас навтыкаем. Туда их. Да как вы выживаете? Ну что же у вас столько хп, алло? На западе беш с рыбой готовят. Мне джин со стандарта упала. Но на самом деле я не скажу, что это прям проблема, потому что вроде неплохо. Не, ну мне джин пока чисто по механике нравится. Она хилит, плюс она может сталкивать врагов.
Это очень удобная тактическая кабала. Да? Звучит как да. Ну вот, я же всех пацанов мог скинуть вообще отсюда. Ну и похоже мы не... А, ну ладно, я все равно успею. Где он? Где он? Ты? Давай. Сейчас мы тебе рассеивание навтыкаем. Бом! Все. Этого маленького врага сделали, блин, как босса. Где он? Где он? А, он же огонь, блин. А, ну хотя дамажит. Нормально. Где ты? Бей его бей. Да не бей ты мелких. Все, отлетел. Все? Все. Какой ранг? 42-й внезапно. Фу, благодаря заботе о Барбаре мне стало намного лучше. Главное, что ты в безопасности. Пора вернуться в Манштадт и отдохнуть, магистр. Надо бы благодарить Барбару за ее заботу. Надеюсь, что она не сильно на меня злится. Да. Водой его бей, Барбары, да я понимаю. Опять играешь в этот кринж. Ты можешь не смотреть. У тебя, видимо, ничего больше не тянет, кроме этого кринжа. Ну, для меня это не кринж, меня все устраивает. Сори, если тебе не нравится. Голос как Брендита. Я не знаю, кто это. Как делишки? Все нормально, как твои делишки? Маришка Мэй. Так, куда мы идем? Мы идем сюда. Ой, давайте с парадного входа зайдем. Типа так и было. Я играю на Европе, все правильно. При этом у Геншина требования мое почтение. Какой ранг уже? 42-й. Хутава, привет, спасибо. Тоже сломала. Блин, я забыл починить интерфейс. Кстати, я же теперь могу играть в призыв семерых. И у Тими, я так понимаю, тоже с ним можно поиграть, и он тебе даст карту, свою карту, которая будет призывать голубя. Потом нужна помощь. Ну, я потом мир открываю, кто заходит, кто успевает, как бы. Там уже. Вот. И сюжет хороший. Да, я поэтому играю. Магистр, наконец-то вы вернулись. Да хранит вас ветер. Свен, что-то стряслось? Да, в доле ангелов, в общем, ничего серьезного, но потасовка в таверне? Даже не знаю, как бы это выразить. Нам нужен действующий магистр. Что? Что ж, Свен, пойдем, я помогу подвести рыцарей ордена. Все в порядке, я чувствую себя намного лучше. Отлично! Спасибо, я спасен! Да что же это такое творится? Свен, один из самых достойных парней в городе, тоже теперь сливает свои проблемы на беднягу Джин. Свен так сильно нервничает. Возможно, произошло что-то серьезное. Пойдем проверим. Играю 3-й месяц, но я по чуть-чуть играю, буквально там по 2 часа за стрим. Вот, у меня 42-й ранг. «30 гигов это много?» На телефон, на компе оно у меня 100 с чем-то гигов весит. Так, таверна. Так, что за лапка на Ави? Ты написал мяу, поэтому появилась лапка. Можно написать мяу, можно написать неа, можно написать F. О. Они устроили праздник. Что это такое? Это благодарственная вечеринка в честь Джин. Благодарственная вечеринка? Мы все очень переживали, когда узнали о твоей болезни. У действующего магистра так много работы, мы и представить себе не можем.
Тебе так редко удается отдохнуть, вот и решили устроить вечеринку. Мы решили воспользоваться моментом. Джин? Я... Джин покраснела. Я никогда ее такой не видела. Джин тоже живой человек, такой же, как и мы все. Не стоит об этом забывать. Это так неожиданно. Спасибо. Спасибо всем. Я очень это ценю. Пустяки, ты каждый день так много для нас делаешь. Да, но у меня еще остались незавершенные дела. Рука-лицо все. Просто расслабься и получай удовольствие. Пока тебя не было, мы закончили все твои текущие задания. Все до единого. Вы серьезно? Проблема с доставкой продуктов решена? Да, поставки возобновились. Банда хиличурлов больше не будет хулиганить на дорогах. А налоговые вычеты? После библиотечной картотеки налоговая бухгалтерия кажется такой простой и понятной. Ясно. И даже кота Маргариты вы нашли. Ты действительно переживаешь за котика? Маленький принц вернулся к хозяйке в целости и сохранности. Ну хватит уже. Сегодня больше никаких мыслей о работе. Отдохни, пока есть такая возможность. Для меня большая честь работать с вами всеми. Спасибо Анеме Архонту за помощь. Организовать такую вечеринку должно быть непросто. Где вы нашли время? На самом деле организатором этой вечеринки была Тенра. Я? Если бы не Тенра, нам не хватило бы продуктов на такой роскошный пир. Кроме того, она сама приготовила некоторые из замечательных блюд. Расслабься, не нужно скромничать. Это многое объясняет. Отдельная благодарность господину Делюку за предоставленное помещение. Слышишь ты, собака, немного самомнения, алло. Всем привет, привет, привет. Хоть мне и не особо хотелось принимать рыцарей Орда Фавониус, но, как и любой житель Манштата, я многим обязан Джин. Господин Делюк, я... Так, не наваливайтесь на Джин, ей надо отдохнуть. Согласна. А теперь начнется вечеринка. Да, начнется вечеринка. Ты задание с Джин делаешь? Да. Все вокруг неплохо проводят время. Давай тоже повеселимся. Давай. Так, кто хочет со мной говорить? Кажется, что Джин идет наверх. Пойдем поговорим с ней. А где? Я же наверху. Можно теперь еще выше подняться. Вот сюда? Нет. Не понял. Поищите Джин на втором этаже. В смысле? Тут дверь есть. Выйти. Привет, Лиза, привет. Со всеми поговори сначала. Я хотел после поговорить. Нельзя будет? Это вы. Я смогу после с ними поговорить? Скажите, пожалуйста. Какая моя первая лего? Ну все, Подождите. Альт F4. Здрасте. Так. Где? Запускаемся. Вроде бы да. Ctrl-Z. Ну да, надо было. Так вот, моя первая лего, она была халявная. Это была Дехи. Мне ее дали бесплатно в самом начале игры. А выбил я Хиду. Первую, которую сам выбил, это была Чиори, если я не ошибаюсь. ГГВП. Привет. Ну а чё игра меня булит? Я думал, я смотрю, их столько я думаю, сейчас я поговорю Джин, чтобы, основное повествование, а потом с ними. Ну да, логично, что... Вот. Сюда. У меня первая лего-то Винти. Эй, как настроение?
Почему ты сказал, что я затеяла вечеринка? Дело в том, что Джин всех нас хорошо знает. Если бы хорошие знакомые Джин организовали эту вечеринку, то поставила бы ее в неловкое положение. В конце концов, ты действительно много сделала для Джин. Тебе тоже стало бы неловко. Вот-вот, очевидно, что это все твоя идея. Кая может быть неловкой? Ну и умора. Неужели ты правда так считаешь? Вот видишь, ты признался. Я поддаюсь только потому, что сегодня особенный день. Понял. Делюк. А бокал номер 37. Чем занят господин Делюк? Наблюдаю, как бар с ошеломительной скоростью уничтожает мои запасы. Сегодня только рыцари пьют за счет заведения. Кажется, он пропустил это мимо ушей. Выставлю ему счет, когда он протрезвеет. Это очень жестоко, господин Делюк. Шучу, но не смог бы... Он не смог бы оплатить этот счет. Стоит признать, что этого юношу вмещается невероятное количество алкоголя. Так, пес, Венти. Признаю, продукт винокурни «Рассвет» просто первоклассный. Бутылка этого вина стоит целое состояние. Нужно наслаждаться моментом. Поднимем же еще бокал за барда. А может, Венти может выпить очень много. Привет! Я вас не заметил. Мое внимание целиком приковано к этому чудесному вину, как и мои баллады. Это вино войдет в историю. Такое странное чувство. Я словно бы познал сущность Анема во всей ее необычной простоте. Начались пьяные разговоры. Я повелеваю всем сыновьям и дочерям Манштата испить всего прекрасного вина. За вино! Малолетний алкоголик. Ну, хотя он старый. Эмбер. Тенра! Эмбер, ты словно вот-вот начнешь рыдать. Что стряслось? Цыпленок в медовом соусе и медовое мясо с морковкой. Ты их приготовила? Да. Я тебе не верю. Когда это ты научилась так вкусно готовить? Я сначала доем, а потом ты поделишься со мной рецептом. Не смей никуда убежать. Эмбер вроде бы не пила вино. Пайман, а ты что не жрешь? Ты ж такая же. Фуф, получилось столько шума и веселья, а ведь изначально мы планировали всего лишь собраться и расслабиться. Может, напиток поможет тебе расслабиться? Полный пипец, спасибо за подарочек. А есть что-нибудь безалкогольное? А что ты обычно пьешь, Барбара? Ну, знаешь, обычно я мешаю немного того, немного этого, но всегда добавляю кое-что ярко-красное. Красное? Томат? Или, может быть, арбуз? Перчик. Я добавляю острый перчик. Перчик в напиток? Барбара, ну твои вкусы весьма специфичны, как бы, да. Оставив шумную суету праздника позади, двое стояли в ночной тиши, словно во всем мире, кроме них, не было ни души. Это цитата из любовного романа. Я не хочу, чтобы ты читала мне стихи. Кстати, Джин сейчас на террасе одна. Это твой шанс. Вот теперь все правильно. Вот теперь как должно быть. Мика звучит двусмысленно. Мика, бананчики оставляю тебе. Понял. Фризит стрим. Это ТикТок шалит. Это не ко мне, я не виноват. Да. Ранг 42 у меня. Это вы. Тебе хоть весело? Да, я просто вышла подышать свежим воздухом. Джин, тебя что-то тревожит? Спасибо за подарочек. Киви 101. Тенра, я хочу поблагодарить тебя.
На самом деле я сама ничего не знала. Понятно. Вот так собраться со всеми вместе. Приятно вот так вот собраться со всеми вместе. Мне уже стало лучше. Сегодня я многому научилась. Чему, например? Я рыцарь-одуванчик, а не рыцарь-львиный клык. Я рыцарь-львиный клык. Рыцарь-львиный клык – этот титул символизирует прошлое Венессы. Прошлое, в котором за свободу в Манштате нужно было сражаться. А рыцарь-одуванчик символизирует ее надежды на мирное будущее, на порядок, хранимый рыцарями Ордер Фавониус. Джин, я уверена, что Венесса бы гордилась тобой. Я верю, что она наблюдает за нами, смотрит на нас с небес и парит вокруг нас в форме ветра. Да направит нас ветер. Да направит нас ветер, Тенра. Да. Ладно, пока. Пока-пока. Ей, прошли! Все какашечки съем, все пуки, как и... Что? Каштантан. Спасибо за подарочек. Каштантан. Я могу так вернуться в таверну? Так, здесь это всегда было? О, привет, Полин, привет. Да, все вернулось на круги свои. Окей. Так, предлагаю, мы можем пройти еще один квест. 42 ранг. Итак, Джей. Бум, задание легенд. Венти, откликнуться. Потаенная невинность. Ща мы потрогаем его невинность. Тенрачик, привет, котик, как ты? Тошечка, привет, как твои дела? Квест Венти круто. Серьезно, он такой классный. Давайте. Тенра ивент, да пройдем мы его потом, еще 8 дней. Эй, Тенра, гляди. Она же стоит здесь одна. Как будто она с кем-то разговаривает и смеется. О, Пайман, страшно. У меня в детстве тоже был воображаемый друг. Что? Хочешь сказать, что ты тоже так себя вела, Тенра? То есть это просто воображение? Или все-таки кто-то невидимый, с кем можно поиграть? Воображаемый и есть воображение. Воображаемый. Воображение. А ты так имеешь в виду вымышленного друга? Так ты имеешь в виду вымышленного друга. Чего же ты мне голову морочишь? Давай, показывай, Пайман, как выглядит твой воображаемый друг. Мы больше не играем. Правда? Значит, когда ты взрослеешь, воображаемый друг исчезает? Как бы грустно это не было, но да. О, Пайман надеялась познакомиться с твоим... Эй, только не говори, что у твоего брата тоже был воображаемый друг. Конечно, был. Не может быть! Вам, ребята, так повезло. В Лиуэй есть такая игра. Не знаю, слышала ли ты о ней. В ней должны играть 4 человека. Но вы с братом, наверное, могли бы играть вдвоем. Путешественница, какая встреча? Что? Опять ты, бродяжка? Лиза делает кое-какие интересные штучки. Я просто пришел посмотреть. Почему-то интересные штучки Лизы заставляют Пайман нервничать. Эй, нельзя оценивать элегантную леди только по ее интересным штучкам. Чат, вы же не оцениваете леди по элегантным штучкам, правда? Так, у меня все хорошо, давно не заходила на стримчик. Да, здрасте еще раз. Так, он добавляет тех, кто часто сидит на стримах. Да, все правильно, Мика говорит правильно. У некоторых с возрастом воображаемый друг никуда не исчезает, и это еще грустнее. Только ты мог это прочитать с такой интонацией. Какой, как было, так и сказал. Какой у меня ID? Можешь посмотреть на ютубчике и на твиче, и на Трова, но я добавляю тех, кто часто бывает на стримах. Для одной такой штучки ей пришлось заказать очень опасный прибор, прям прямиком с мира. Он вибрировал? Скажи честно, он вибрировал или нет?
Опасный? Это какой-то декор? Да, он выглядит как монокль. Я не то выбрал, ну ладно. Но на самом деле он называется декор. Вообще-то я выбрал декор. Нирнама. К сожалению, у Лизы не получается им пользоваться. Я одолжил его, чтобы проверить, получится ли у меня. Что? Почему у Лизы не получается? Может быть, потому что ей не хватает детской веры в чудо? Если вам интересно, можете сами у нее спросить. Значит, ты их видишь? Тогда расскажи мне, как выглядит этот воображаемый друг. Это же тайна. Ладно, путешественница, теперь это твоя вещь. Попробуй разглядеть воображаемого друга Норы. Призрак! Ну что там, видно? Разглядела? Ого, и вправду работает. Значит, ты тоже можешь его использовать? Дайте Пайман посмотреть! Он слишком большой для меня. Ладно, Тенра, ты будешь моими глазами. Давай пойдем посмотрим воображаемых друзей у других людей. Тенра извращенец. В смысле? Когда? Ни разу такого не было. Флора из цветочного магазина всегда кажется такой веселой. Пайман уверена, что у нее тоже есть воображаемый друг. Давай посмотрим. Так, я играю с телефона, не могу смотреть и играть вместе. Понятно. На каком сервере играешь? Играю на Европе. У кого что болит, Тенра? Что, я же не виноват. Ну, когда помочь нужно, помогу. Окей, спасибо. Декор. Так. Для Пайман большой и даже не пошутить. Ну а что, я же не такой. Пайман тоже не такая, Оло. Что ты наговариваешь на меня? Смотри, вот ее воображаемый друг. Это какой-то воздушный фрукт. Порхающая помидорка. Пом-пом. Постойте, воображаемые друзья могут быть еще и фруктами? Привет, Тенра, привет, Барт. Привет, Флора, можно задать тебе вопрос? Привет, можно отвлечь себя на минуточку. Конечно, чем Флора может вам помочь? Расскажи нам о своем друге. Вы тоже можете видеть мистера Помидорку? Другие почему-то его не видят. Мы с мистером Помидоркой лучшие друзья с детства. Уф, так нечестно. Пайман не любит, не понимает, что происходит. Флора, а почему твой друг порхающая помидорка? А почему нет? Я всегда мечтала подружиться с фруктами. С фруктом, который умеет летать. С летающим фруктом? Но зачем? Потому что, когда поднимается ветер, с таким другом можно взлететь высоко в небо и улететь далеко-далеко. Это же так чудесно. Вот так детей уносит ветер. Но я же не на самом деле улетаю. Подождите, это она нам закладки же давала? Это она нам закладку давала. Все, я понял суть. Я узнал о таком фрукте из истории одного странствующего путешественника. Вроде бы его звали Стэнли. О, я знаю Стэнли, да. Он искатель приключений. Как только он начинает рассказывать какую-нибудь историю, я тут же понимаешь, насколько он опытный искатель приключений. Удивительные приключения Стэнли очень популярны по всему Манштату. Он как раз сейчас в городе, так что вы можете сами послушать его истории. Очень интересно, но мы займемся этим в следующий раз. Сейчас у нас есть другие дела. Окей. Эта Флора очень странный ребенок. Давай посмотрим других детей. Это так странно звучит. Пайман думает. Точно! Как насчет того парнишки на мосту за городом? Тимми. Так вот, там что происходило? Что делать, если случайно выпал Невилет? Не знаю, радуйся, плачь. Ты хотел Невилета? Его же вроде все хотят, нет? Такой стример, такой чатик. Не, вообще неправда. Так, не крутить, это... Что?
Случайно сам не Виолет сидел и крутил свой байер, да? Да будьте как Фокс, копите... Что? Все, я понял, Тимми больше не обижаем. Голубей не трогаем, никого не трогаем. Что? Неожиданно. Воображаемый друг Тимми, это страж руин. Бывают и такие ангелы-хранители. Пайман боится. Эта штука точно нас раздавит. Давайте отложим разговор с Тимми на потом. Пайман, время сказать твою любимую фразу. А? Что я должна сказать? Давай пока не пойдем туда. Серьезно? Ну хорошо, тогда... Слушайте меня внимательно. Давайте пока не пойдем туда. Дурочка. Дети смотрят на мир шире, чем взрослые. Может, поэтому они могут выдумать себе таких непохожих воображаемых друзей. Все эти дети родились здесь, в городе свободы, поэтому у них такие безграничные возможности. Ну а что взрослые? Пойдем в таверну и послушаем кого-нибудь. Что за задание? Это задание легенды... легендарные задания про Венти. Да. Страж руин каждого нагнет за голубей. Так, подожди. Он стоит за? Он где-то там? Вы здесь, пацаны. Вино обязательно нужно пить в таверне, иначе ты упустишь половину веселья. Думаю, тебе и в одиночку пить весело. Я очень хорошо тебя знаю, иначе бы ты подумал, что ты нарочно такой грубый. Просто не отпивайся тут в стельку, хорошо? А что, если я напьюсь? Что? Продашь меня за горстку моры? Продам. Продашь, как ты продал наследие нашего отца, его особняк. Или ты уже не помнишь? Я его продал, потому что не вижу смысла держаться за прошлое. Ты, наверное, еще и ту вазу продал. Не помню. Но ведь в кабинете господина Делюка стоит такая красивая ваза. Как он мог про нее забыть? Так. Ни у кого нет? Ни у кого нет. Ты была права. У взрослых действительно нет воображаемых друзей. Как я и говорил, нет детской веры в чудо. Похоже, взрослые все одинаковые. Значит, люди просто перестают мечтать, когда взрослеют. Тогда Пайман не хочет взрослеть. Вот интересно, в каком именно возрасте люди прощаются со своими воображаемыми друзьями? Давайте исследуем этот вопрос. Слушайте, а что насчет Айлин? Люди еще должны мечтать в ее возрасте? Если мы не увидим у Айлин никаких воображаемых друзей, Пайман страшно об этом подумать. Это та, которая училась мастерству меча? Пыталась. Так. Ну, похоже на то. Надо было телепортироваться. Ладно, уже поздно. Да, это похоже она. Угу. Сундук? В смысле сундук? Ты что, с ума сошел? Сундук. Не дури. О, Джин. Ну, как бы сказать тебе. Это же Джин, магистр Джин. Что она здесь делает? Воображаемый друг Айлин — это Джин? Видимо, Айлин очень старается. Айлин очень хочет стать рыцарем. Да, она такая целеустремленная, что аж даже страшно. Ребята, привет. Что вы здесь делаете? Ты всегда здесь тренируешься? Да, сегодня Стэнли рассказывал историю о своих приключениях. Я очень вдохновилась. Надеюсь, что когда-нибудь я стану такой же сильной, как он. Чтобы сражаться плечом к плечу с магистром Джин?
Я, конечно, хочу стать рыцарем, если получится попасть в приключения с самой Джин. Это будет восхитительно. Похоже, что Айлин очень хочет быть похожей на магистра Джин. В этом нет ничего плохого. Я верю, что ты справишься, Айлин. Спасибо. О, почетный рыцарь. Такой шанс выпадает очень редко. Не могла бы ты дать мне пару уроков фехтования? Тебя что, нагнуть? Тебя что, нагнуть? Как же сломать? Ты не хочешь со мной драться? Я бы тебя нагнул. Ого, это делается вот так? Я под впечатлением. Нет, так ты не сделаешь. Ты же не Дехи, алло. О, спасибо. Теперь мне ясно, что впереди меня ждет еще много упорных тренировок. Какая скромность. Лично я думаю, что ты уже достаточно хорошо владеешь мечом. Но я ужасно устала, а значит, мне не хватает выносливости. Вот увидите, однажды я обязательно смогу победить все чучела или чурлов в Манштате. Вот это цель. Так держать, Айлин. У тебя обязательно получится. Спасибо. Ой, а я увлеклась тренировками. Я так увлеклась тренировками, что совсем забыла про свою встречу. Но я так устала, даже пошевелиться не могу. Почетный рыцарь, тебя не сильно затруднит передать мое сообщение Джеку? Кто такой Джек? Джек мой друг. Он совсем недавно стал искателем приключений. Мы договорились встретиться с ним сегодня вечером и обсудить план приключений. Можешь, пожалуйста, попросить его перенести встречу на другой день? Если я не ошибаюсь, он должен быть в храме Льва, хранителя Южного Ветра, вместе со Стэнли. Это легендарный искатель приключений, чьи подвиги в Пепельном море потрясли весь Манштат. Храм Льва я уже не была очень давно. Отлично! Я очень сильно благодарна тебе за помощь. Так, это данж, я так понимаю. Я правильно понимаю. Так, Тенра, а у тебя есть воображаемый друг? Конечно, есть. Я же маленький еще. Малыш совсем. Ты задания выполняешь, а не сундуки ищешь. Так я не ищу сундуки. Я же только по пути. Трогаю то, что по пути. Пум-пум-пум-пум-пум. Мне надо просто пописать, я ищу кустики. Ты не подумай ничего. Ты ничего только не подумай. Кирару, не думай ничего, не стоит, не надо. В смысле, вы как умерли? Как они умерли? Там мое томото всех разносит. Маленький 180 плюс рост малыш. Да, верю, не. 188, ну да, маленький же. Малыш. О, Фатуи, пацаны, привет. Год дружить. Не то. Вот то. Тихо. Пацаны. Все, капец себе. Даже вас бить не буду. Ох. О, вкуснях полутали. Ладно, я не буду. Все, простите, пожалуйста. Хутава, спасибо за подарочек. Та-ба-ба-ба. Ладно. А не фатуйкой. Да не фатуйкою я. Отстаньте. Окей. Пойдем. Поехали. Храм Льва. Мы здесь уже были, помнишь, когда разбирались с ужасом бури? Похоже, что сейчас это место стало популярным среди искателей приключений. А это значит, что в прошлый раз мы собрали не все сокровища. Дамир, спасибо за подарочек. Я же не могу не собирать улов. Как нам здесь пройти? Зажмите Е, чтобы создать ветряную. Не беда, наблюдайте за мной. Ветер поможет подняться ввысь. Попавшие в грязь Где? Ага. Поехали. Что ты там хрумкаешь? Я? Я ничего. Я попил
просто попил. Потому что я разговариваю, мне надо пить. Сокровища! The treasure! Как говорит Пайман. Так, Пайман фигни не скажет. Хотя она постоянно говорит фигню, но все равно. Открывай, собака. Угу. Сейчас сломается пол? Нет. Пацаны. Ха. Ну это, я так понимаю, за дверью я смогу забрать это. Генки деска. Генки деска, пацаны. О, мясо, блин, я забываю, что мне надо добывать мясо. Мне, по идее, по пути нужно убивать всех пацанов, чтобы добыть мясо. Так, где? Вот этого сначала. Ибо он хиллер. Так, все? Нет у вас больше хиллеров? Засранцы. Как ринь. Ой, откуда вы взялись-то? Ну что такое? Вот так вас туда. Treasure, да. Тебе настолько Венти не нравится, что ты его сразу переключаешь? Ну, да. Ладно, я пошел пока, Дамир, давай пока-пока. А, по-японски, да. Генки деска. Это как дела? Не богоизничай. Что я сделал? Так, а ты можешь? Ой. Ну? Да все равно задел. Ну что ж такое? Что за жизнь? Почему меня все обижают? И не вздумай богоизничать. Да когда я баги ни разу в жизни не юзал. Не знаю, что это такое. А что там такое? Туда нельзя? Почему там выглядит как секрет? Почему мне не дают разгадывать секреты? Отдайте. Я, конечно, могу туда попасть. Но я там ничего не вижу. Смотри, вон они. Подожди. У меня сначала морковка, потом пацаны. Добрый, спасибо за подарочек. Так, можно сразу взять тебя? Вот так вот, хоп. Сейчас мы их всех накажем. И все? Это и все, пацаны, вы что тут стояли? Фигней страдали. Ультуй в Венти. Кстати, а что она делает? Надо было посмотреть, да? Видимо, уже поздно. Джек Стэнли. Давайте сначала Стэнли, мы же за ним... О, за Джек, мы же за ним пришли. Фуф. Я был уверен, что мне конец. Вам чудом удалось спастись. А ты, предполагаю, искатель приключений Джек. Да, а вы кто такие? Мы пришли за тобой. Айлин просила нас передать тебе сообщение. Сегодня она вместе с тобой обсуждать план приключений не сможет и присоединиться к тебе в другой день. Понятно. Мне очень жаль, что вы проделали весь этот путь, чтобы найти меня. Да еще и пришлось спасать меня. Пустяки. Ничего такого, с чем бы не справился я, Стэнли. Я понял, ты понторез, да? Ого! Так это ты тот самый Стэнли, что побывал в Пепельном море и рассказывает об этом всему Манштату. Вы совершенно правы. Я и есть тот самый Стэнли. Должен признать, это большая честь встретиться с такой легендарной личностью, как вы. Ну что, надо решить, идем мы дальше или поворачиваем назад. Что думает мистер... Я не хочу слушать Стэнли, потому что, понторез. Джек. Я считаю, что нам нужно идти дальше. Стэнли с нами, а значит, у нас не будет проблем. Единогласно. Тогда выдвигаемся вперед. Я так понимаю, вы пришли сюда, чтобы послушать мои истории? Нет, мы просто искали Джека. Что?
Парень, ты хоть знаешь, кто я такой? Я Стэнли, знаменитый на весь Манштат искатель приключений. Да, я думаю, мы уже это поняли. По выражению ваших лиц, мне кажется, что вы не поняли. Я же Стэнли, живая легенда, человек достаточно храбрый, чтобы спуститься в пепельное море. Стэнли! Хватит, мы поняли. Тебе обязательно каждый раз повторять свое имя? Но ведь это правда, Стэнли на самом деле знаменитый герой. Майки, спасибо за подарочек. Ну вот, хоть ты меня внимательно слушаешь, Джек. На чем я остановился? Что? Вы со своим другом пришли? Точно, так вот. В воздухе висела гробовая тишина, и перед нашим взором открылось бескрайнее море из пепла. Внезапно мой друг провалился в пепельную воронку, но в последнее мгновение я успел его схватить. Хиппота. Ничего себе! А он выжил? К сожалению, только я один смог снова ступить на родную землю, где легкий ветерок унес наливающиеся в моих глазах слезы. Бедный парень, как же... Джек, ты не можешь так легко поддаваться слезам, если мечтаешь стать великим искателем приключений. Я знаю. Почему? Потому что самый величайший достижением... Но все же ни одному путешественнику не нужно умирать в таком месте, где даже не дуют ветра. Ведь ветер помогает твоему духу вернуться. Верно, мечта любого искателя приключений — умереть в месте, где дует ветер, чтобы он унес его дух обратно в Манштат. Да, а вот мне о таком мечтать пока рано, ведь для меня сейчас самые интересные поручения — это зачистки канализации от слаймов. Они постоянно повторяют, что умирать в местах с плохой вентиляцией. Что нельзя умирать. Поэтому Стэнли считает, что Пепельное море — это самое кошмарное место на свете. Потому что там застаиваются ветра. Да, такое себе. Я думал, Стэнли — это другой Стэнли, а это не тот Стэнли. Я думал, когда про Стэнли говорят, что это вот этот чувак, который приходит в Манштат и раздает плюшки. Я думал, это он. Ждем вот море пепла, 4-й год в всей комьюнити. Дожить бы и до этого моря. Понял. Что? Подожди, мне кажется... Я думал, тут какой-то свиток, а тут не свиток, тут просто камень. Ну да ладно. Пацаны, вы меня как увидели? Ты с кем дерешься? Бом! Ой, сначала лукари. Все, короче. Поехали, Дехи. Ба-ба-ба, не туда, куда ты стены бьешь, мать. Не дури. Все. Окей. Так, куда нам? Что такое? Нельзя? Можно. Так, что это такое? Венти. Не то. Я нечаянно нажал на Е. Я лично Снежную жду. Ну, все об этом говорят, старички особенно. Мне не туда. Я думал, к этому желтому кристаллу. Ага. Ей! Подожди. Окей. Торговец Либень. Да, Либень, точно. Я думал, про него речь идет, а оказывается, не про него. Не то. Поменяй.
Все, капец тебе. Капец вам, пацаны. А! Слышишь ты, собака? Спустите! Я его один раз застал, когда он был в Манштате и раздавал плюшки. Он менял всякую фигню на примагемы. F, ультаните меня. Ой, забыл. Тенра, мне кажется, я кое-что понял. Можно попросить тебя глянуть на детектор Нирмана? Нирнамана. А, вот оно чё. Ну, теперь понятно, да. Что? У Стэнли тоже есть воображаемый друг? Его воображаемый друг похож на опытного воина, покрытого шрамами с ног до головы и с лицом полной решимости. Таким Стэнли описывает себя. Хочешь сказать, что опытный воин — это тот, кем он хочет видеть себя в будущем? Каким будущем? Он уже старый. Интересное предположение. Но так ли это на самом деле? Прости меня, но теперь я должен покинуть вас. Короче, ты бесполезный чувак. До свидания, мистер Стэнли. До свидания. Ребята, а у вас не найдется времени мне помочь? С чем? Пару дней назад Стэнли напился и рассказывал мне кое-что, что никому не рассказывал. О легендарном оружии, которое он брал с собой в походы все эти годы назад. Это было оружие великой героини Манштата, самой Венессы, меч ослепительной доблести и щит сияющей воли. Не знаю, верите ли вы, но он сказал, что эти меч и щит до сих пор лежат здесь, в Манштате, в ущелье Дадаупа. Вы ведь тоже опытные путешественники. Не могли бы вы помочь мне восстановить эти две легендарные вещи? У него правда было такое оружие? Конечно, это ведь легендарный мистер Стэнли. Если я могу впечатлить свою семью этим оружием, смогу, то, надеюсь, они наконец-то поймут, что я готов быть настоящим искателем приключений. Я сам не могу пойти искать оружие, ведь я всего лишь новичок. Я ничего не умею, а мои родители не хотят поддерживать мои стремления. Что скажете? Поможете, бедняги? Я боюсь просить мистера Стэнли, потому что мои амбиции так трусливы. Но я обещаю, что верну ему оружие, как только все сделаю. Ох, бедный Джек. Давайте поможем ему. Хорошо. Венти, ты пойдешь с нами? Я не знаю. Ох, точно. Пару лет назад кто-то подарил мне бутылку растительного винтажного вина. Помогите найти оружие, и она ваша. Ущелье Дадаупа, говоришь? Поспешим, нам нельзя терять ни минуты. Маленький алкоголик, ты чё? Вытащил чашку с сигной, просто имба. Правда, мой нивелет C1 получше будет. Поздравляю, ты молодец. Этот засранец подслушивал. Бесполезный типуган. Но мы, я так понимаю, сейчас выведем его на чистую воду. Изибайт, ну? Так. Подождите. По пути. По пути, не по путю. Логично, логично. А! Серьезно? Чисто случайно заметил. Капец. Ты, наверное, смотрел короткометражку про Делюка, что я скидывал? Нет, не смотрел. Ну, на самом деле, бывает, что ты скидываешь, когда я работаю, и я потом просто забываю их смотреть, я не виноват. Бум! Ой. Так было задумано, все нормально. Так, лукарь. Не того, вот того, да. Ты же не добила его, ты куда пошла? А, добила. О.
Ты что тут? Скрыться от меня решил? Оло, собака. Так. Там такой ламповый монт. Блин, надо посмотреть. А вот и наглый сундук из Зелджин. Что? Вот этот был сундук. Понял. Вот он и попался, пес. О, еще один. Вот этот возьмем и пойдем. Он наверху. Хитренький какой. Так, нормально. Лезем. Ой-ой-ой, я пойду вот так. Приватка? В смысле? Не понимаю. Что значит приватка? Где? Где он? Вот он. Здрасте. Давайте так. Когда я нажму и когда перестанут появляться сундуки, тогда я перестану за ними ходить. Ну, потому что они же появляются. Нет! Я зря спустился? Нет, вон он. Все нормально. Вот я собираю. Теперь нажимаю Z. Вот! Нету сундуков, поэтому я ухожу. Нет, сорян, пацаны, мы уходим. Так, куда мы идем? Куда мы идем, кстати? Джей. Львиный клык. Вот, отслеживать. Так нам вообще не туда. Я думал, нам Манштадт. Каждый сундук — это инвестиция в крутки. Ну. Это мой адвокат, все вопросы к нему. Кстати, у меня есть ключи усыпальниц, но я не сказать, что часто вижу усыпальницы. Вот, поэтому надо будет, наверное, посмотреть, где они есть. Собрать все усыпальницы. Я хочу закрыть Манштадт на 100% потом. Хочу. Так, найдите меч ослепительной доблести. Пацаны, есть меч? А если найду? Так, посмотрите на тех хиличурлов. Они что-то проводят, какой-то ритуал. О, здрасте. Тихо. Так, в кучу, пацаны. Все сюда. О, большой дядька пришел. Бом! Все. Квестовые пацаны, из которых ничего не падает. Меч ослепительной доблести. Ну, какой-то он весь старый уже, покоцанный. Смотри, меч ослепительной доблести. Так, а ты отмечай на карте усыпальницы, которую уже открыл. Нет. Понятно, да, отстань. Даже когда пишешь, типа, отмечай в ответ, ой, бой, потом. Дракош, привет. Ты уверен? Выглядит простовато. Это же... чего это хиличурлы водят хоровод вокруг какого-то мусора? Кажется, кто-то закинул этот меч в кучу барахла, которое они и так уже поклонялись которому. И правда, он в ужасном состоянии. И очень простой. У меня нет слов. Послушай, Джек, ты когда-нибудь видел кристальных бабочек Анема, которые летают за городом? Если бы ты увидел одну средь белого дня, ты бы и глазом не повел. Но если ты увидел ее во тьме ночи, ее блестящее сияние завораживает, а полет напоминает изысканный танец светящегося драконьего камня. Драгоценного камня, простите. Разве храбрость не то же самое?
Когда все идет своим чередом, она кажется ненужной, отходит на второй план. Но когда ты в отчаянном положении, храбрость разжигает в тебе мужество и заставляет дать отпор. Это яркий луч света, который ведет тебя из тьмы. Твои слова льются словно мед. Ну медятельно. Так. Поразил как гром средь белого дня. Святый Архонт, ты прав. Это наверняка и есть меч ослепительной доблести. Ага. Меч мы нашли. Осталось найти щит. Давайте осмотримся, он наверняка где-то в ущелье Дадаупа. Что? Там кто-то есть. Стэнли, что он здесь делает? Очень странно. Что случилось? Почему вы остановились? Ничего. Мы просто увидели хорька-барахольчика, разбрасывающего мору. Что? Где? Я тоже хочу посмотреть. В другой раз. Нам еще нужно найти щит. Ну что ж, дойдет Самира будет отмечать как миленький. Посмотрим. Сейчас посмотрим, пригодились ли уроки Эллы Маск. Да я учил хиличурский, знаю как свой, знаю песни народные, алло. Пел сам, хиличурлы просто рыдали, когда я пел. Так что все нормально. Вон, спят пацаны. Что, проснулись? Я топал громко, алло. Не хочу вас бить, не хочу вас бить, не хочу вас бить. Сломай, пожалуйста. Сундук. Тихо. Сундук. Тихо. Все нормально. Пацаны, давайте скопом их возьмем. Сейчас вот так вот. Хоп. Бум. Ай-яй-яй, зачем? Все. Так. Стэнли просто не был готов, что здесь издавал покруче него. В смысле? Кто? Винти такой, подержите мое, сейчас я покажу, как лапшу вешать. Да в смысле? Когда Винти врал? Что-то я не понял, ты что наговариваешь на него? Он же скрывается, но... Ну, чешет по ушам, да, Барт, все дела. Но все равно... Этот, видишь, этот просто, ну, определенно прям... Такой себе человек. Винти-то нормальный пацан. Сейчас нам нужно опять найти какой-нибудь домик, где сидят пацаны, там вот это все, да? Да блин. Ну, про меч красиво же залечил, но тут не спорю. Тут сундуков еще куча. Смотри, щит сияющей воли. Врушка! Это ведь обычная деревяшка. Обычная деревяшка с ручкой, которая вообще-то... кто вообще назовет это щитом? К тому же на ней есть брызги вина. Уверен, что это просто крышка от бочки вина. И все же моя бардовская интуиция говорит, что это и есть щит сияющей воли. Настоящий щит должен быть покрыт шрамами, как и тело храброго воина, защищающегося им. Конечно, тот щит, что никогда не участвовал в битве, будет в идеальном состоянии. Разве не сломанный и расколотый щит помогает доблестно сражаться своему владельцу? Тело настоящего воина, даже будучи уставшим, неустанно сражается до победного конца, пока вся кровь не исчезнет, не истечет из организма. Разве такая удивительная выносливость не является подлинным доказательством силы воли? Думаю, что это щит. Винти сегодня жжет. Винти прав. Если так подумать, то ты прав. Где вы видели, чтобы щит был чистеньким и новеньким после битвы? Хорошо, тогда, может быть, мы попросим вежливо, и он отдаст нам этот щит сияющей воли. Здравствуйте, мистер Хиличурл. Дрла? Упс, давай лучше ты, надеюсь, ты к этому времени уже выучила немножко хиличурского. Если нет, то всегда можно будет объяснить жестами. Хочешь, я тебе заплачу за этот щит? Пожалуйста, отдай нам щит. Вин, плата, да-да.
Мосмита! Кажется, все идет гладко, и у нас еще получается договориться. Вот, хочешь свежий цветочек? Я подарю тебе маску Хиличурла. Кучупупу гушауэ. Унит гуша, мы же пели про это. Байдам. Беда. Ой, похоже, ему это не понравилось. Венти, Петь, ты щит давать. Во. Я? Так уж и быть. Я сыграю что-нибудь. О! Кажется, все идет гладко, и у нас получится договориться. Если бы понял. Дай белку. Получилось, он отдаст нам щит. Как ты это поняла? Спасибо. Большое спасибо, ребята. Я не могу поверить, что у меня получилось найти меч и щит. Мама, папа, посмотрите на это легендарное оружие. Я боюсь, что они тебя это... Ты уже из дома не выйдешь. Эй, постой! Сашка, спасибо за подарок. Что насчет вина, которое ты обещал? Я ведь тоже старался. Что ты здесь делаешь, Стэнли? Вышел погулять? Что... Спасибо, девочка. Что ты здесь делаешь, Барт? Как удивительно, что мы здесь встретились. Ты тоже вышел на прогулку? Ага, вышел перед сном подышать воздухом. А вообще мы помогаем нашему другу кое-что найти. Кирару, спасибо. Пайман перестает сомневаться в том, что Стэнли может быть мошенником. Не может быть, а точно. Мог бы Стэнли спрятать здесь меч и щит специально, чтобы не ранить чувства Джека? Опытные искатели приключений хорошо знакомы с ущельем Дадаупа. Особенно ты, ведь здесь проходили твои сражения. Конечно, само собой. Я могу ориентироваться здесь с завязанными глазами. Вот это да! Тогда я правда завидую твоей памяти. О, великий искатель приключений. Другого и не ждут. А вы, ребята, были бы поосторожней. Здесь полно хиличурлов. А теперь мне пора. Бывайте, молодежь. Давай, иди. Мне кажется, его мучает совесть. Не нужно было тогда столько хвастаться перед Джеком. Но все же этот человек очень заинтересовал меня. Он не может отпустить прошлое и полностью пренебрегает настоящим. Мне интересно, если бы такому человеку нужно было сделать шаг навстречу будущему, какой бы путь он выбрал? Что ты имеешь в виду? Веду беседу с самим собой. Знаю. Тенра, пойдем поспрашиваем в доле ангелов. Приветик от Риви и Ли. Здравствуйте. А вы вместе? Ривочка, здрасте. Так, приветики от Кирару и Риви. Так. Хиличурский с Тенрой. Записываемся в чатик дня. Да. Стоп, сундук. Стоп. У меня закатник заканчивается. Вот, сундук. Секунду. Угу. Сюда. Так и было. Пацаны, вы такие вообще, это не вовремя. Не в тему. Я тут пришел с огненной стихией, а вы мне тут показываетесь. Зачем? Преподавательские навыки топ, конечно, я сомневаюсь. Как ты сомневаешься, алло? Я хиличурловский знаю наизусть, алло. Преподавал хиличурлам в начальных классах. Капец, Кирару, ну ты скажешь тоже. Во время боя? Какого боя? Зачем ты со мной в бой вступил?
Так, что нам по квесту? Дождитесь ночи. Ну, давай. Там меня Хилли-Чурл всю ночь дубасить будет. Сколько у тебя откручено в стандарте? Стандарте? Что такое стандарт? Подожди. Вот это стандарт? Вот это стандарт? Вот это стандарт? Да, стандартная маленькая. Не знаю. А тут как считать? Ну вот мне упали мемуары. Это значит, что у меня откручено 3? Ну, как-то так. Так. Да ладно, Керар, хоть поржем. Алло, забаньте Мику кто-нибудь, пожалуйста. Она уже выходит за все рамки. Что это? Что это? Это ты? Нет. Вот. А, это плакат, блин. Понастроили тут плакатов. Я тебе забаню, Оло. Я тебя забаню, Оло. Не будет же она сама себя банить, она модер, алло. Так она же может себя забанить, я же прошу ее забанить как модера, пусть забанит человека. Санечка, спасибо. Скажи мне, Стэнли, скажи, что мне сделать? Почему он продолжает повторять свое имя? А может, кого-то еще зовут Стэнли? Но это же этот дружочек его. Не может быть, даже я не слышал ни о каком другом Стэнли. Приветик. Стэнли. На твоем месте должен был быть я. Это я должен был умереть тогда. Он рассказывает... Что? Почему твой дух не вернется и не обретет... не отберет у меня твое имя? Почему, Стэнли? Почему? Серьезно? Если бы ты не бросился спасать такого желторотого приключенца, как я, ты бы не умер в забытом архонтами уголке этого мира. Ты был матерым искателем приключений. Однажды обязательно бы стал легендой. Но этого никогда не случится, потому что ты... Все из-за бесполезного увязшего за тобой сопляка. Кто-нибудь понимает, что происходит? Кажется, наш друг правда был на Пепельном море, и он правда участвовал в трагедии, которая там произошла. Но настоящим героем, настоящим Стэнли был его друг, а не он сам. Настоящий Стэнли погиб, спасая нашего Стэнли. Подожди, значит, нашего Стэнли зовут Стэнли только потому, что он украл имя Стэнли у настоящего Стэнли? Боюсь, что это так и есть. Стэнли, сколько лет я жил в страхе. Страхе, что твое имя будет забыто в Манштате. Поэтому я рассказываю историю о твоих подвигах при каждой возможности. Манштат должен помнить. Стэнли дошел до самого центра Пепельного моря. Он величайший искатель приключений. Стэнли жив. Цой тоже. Стэнли никогда не умрет, потому что я буду Стэнли. Я буду Стэнли. Простите меня, Стэнли. Я старею. Ребята, вы так и будете подслушивать? Божечки, он нас заметил! А мы что, прятались? Уходите. Не нужно ничего спрашивать. Просто оставьте меня одного. Но ведь... Идите! Не заставляйте меня повторять. Почетный рыцарь, Тенра, Венти и Пайман, я очень рад, что вы здесь. Я вас повсюду искал. Хотел благодарить за то, что помогли мне с поиском меча и щита. Мои родители наконец-то согласились меня поддержать. Что? А, правда?
Правда, они даже согласились заплатить кому-нибудь, кто сможет починить меч ослепительной доблести и щит сияющей воли, чтобы я мог чтобы я мог взять их с собой в дорогу. Восхитительно! Значит, Джек, ты собираешься покинуть Манштадт и отправишься в путешествие по Тайвату? А нет, что ты, пока нет. Боюсь, у меня не хватит сил и навыков, чтобы уйти далеко от города. Кроме того, я думаю, что у Стэнли еще не перевелись истории. Именно его истории вдохновили меня ступить на путь приключений. Мистер Стэнли снова напился. Тогда встретимся завтра, мистер Стэнли. Надеюсь, как только уйдет похмелье, вы сможете поделиться со мной новыми историями. Стэнли, очень нравится этот парень. Вам так не кажется? Джек! Джек! Он ушел. Жаль. Спасибо вам, что не рассказали ему мой секрет. Что? В кои-то веки ты обратил внимание на реальность. Совсем на тебя не похоже. Просто я не мог посмотреть ему в глаза. Его страсть к приключениям такая настоящая. Я простой обманщик, а этот парень — будущая звезда, полная стремлений. Я не могу допустить, чтобы он потерял веру в себя. Не обманщик. Те истории о приключениях Стэнли, они ведь тоже настоящие. Истории, приключения. Да какой от них толк теперь? Честно говоря, мои воспоминания о приключениях, о Стэнли, они становятся все более размытыми. Это мой самый большой секрет и самый большой страх. Все эти годы я жил, чтобы рассказывать его историю, но его личность и подробности жизни, я их уже почти не помню. Зато одну вещь я не забуду никогда, как он умер в Пепельном море, где ветер не смог унести его дух. Всю жизнь он топил себя в чувстве вины. Да, даже в его воспоминаниях настоящий Стэнли — это не тот живой и дышащий человек, которого он знал. Вместо того он создал картину покрытого шрама воина, который исследует за ним всю его жизнь. Я уже слишком стар. Я стараюсь не забывать, но все равно старые образы ускользают от меня. Я правда бесполезен. Бесполезен. Никто не заслуживает такой смерти. Никто. Ганс... Как сказал? Арчибальди? Откуда вы знаете мое настоящее имя? Ветер. Я слышу, как ветер дует в Пепельном море. Я всегда верил, что ты существуешь. Теперь ты передашь мне дух твоего друга? Я до сих пор не могу в это поверить. Я благодарен всем вам и благодарен святому Барбатосу. Простите, мне нужно немного времени, чтобы успокоиться. Но я буду в порядке. Ты молодец. Неплохо. Стэнли нашел свое истинное «я». А Джек Джек встал на свой собственный путь. Столько хороших новостей, за это надо выпить. Значит, ты тоже не выйдешь из этой таверны, пока не напьешься? Конечно, нет. Здесь вино слишком дорогое. Но Джек пообещал мне раритетного винтажного вина в обмен на помощь, помните? Думаю, я схожу и напомню ему об этом. Встретимся на старом месте. Окей. Что за старое место? Почему Пайма на нем не знает? Эй, бродяжка! Я думаю, знаю, где это. Старое место? Дерево? Ладно, до встречи на старом месте. Эй! Ну это дерево его. Где статуя Намерхонта, нет? Либо то место, где мы его нашли, встретили в первый раз.
Но я думаю, что это дерево все-таки. Так, Стэнли красавчик, нифига Тенра базу про Цоя выдал, но ты же вроде не слушаешь его. Я не слушаю, но это же прикольчики. Ходили всегда. И в нашем кругу... Не там, где я думал. Я-то думал. Ну все, теперь мы знаем, что Барбатос злое божество, питающееся душой погибших людей. Все, получается, что так. Не долечу? Блин, не долечу. Ну ладно. Это ближе, чем... Тихо, за руку, за руку. Блин. Схватись. Венти. Наконец-то вы здесь. Мы тебя еле нашли. В следующий раз говори яснее, где встречаемся. Ну что, бродяжка, получил свое вино? Получил. Но Джек описал его как раритетное и винтажное. А на деле это, оказывается, полбутылки обычного сидра. На меня нахлынули воспоминания. Я еще не принял свою форму, когда впервые увидел этот пейзаж. Какую форму? Это случилось 2600 лет назад, когда миром еще правило 7 архонтов. В то время древним Манштатом правил тиран, который закрыл свои границы страшным ураганом. Через него не могли пролететь даже птицы. Древним Манштатом? Это то место, где поселился ужас бури. Пайман помнит, ты рассказывал. Да, сейчас это логово ужаса бури. Тирана, который правил из той башни, звали Дикарабиан, бог бури. В те времена я был обычным ветерком среди тысячи ветров. Я не был никаким богом, и человеческой формы у меня не было. Я был всего лишь маленьким элементом, выжившим среди ветряных потоков. Я был нежным бризом, который приносил еле заметные перемены и семена надежды. Маленьким элементом? Без человеческой формы? Венти, ты выглядел не так, как сейчас. Да, история моей нынешней формы не сильно отличается от истории Стэнли. Я тоже принял форму друга. Что? То, что должно случилось, где правил злой тиран и жил маленький мальчик. Он искал песню для своей лиры, но не мог увидеть голубого неба. Я так мечтаю увидеть птиц, сказал он, и его глаза наполнились светом. Но его голос затерялся в потоках сильного ветра, ибо вихрь лишь берет и ничего не отдает взамен. Голубого неба, свободные стихи и песни. Неужели они не стоили борьбы? Мальчик обернулся и потянулся ко мне. «Иди со мной, ветер, свергнуть тирана и разбить его стены». Мальчик поднял знамя мятежников, и я развелся с... Что? Победители вышли мы. Боги пали, ветра задули, нации содрогнулись. Деспот встретил свой конец во мраке. А мы смотрели, как башня стирается. Так Манштат родился заново, позабыв о тех событиях. С тех пор и больше никогда не наденет корону. И что случилось с твоим другом? То же, что и с настоящим Стэнли. Скажи, Пайман, хочешь ли ты услышать следующую часть истории? Конечно, не могу ждать, рассказывай быстрее. Пайман, собери нам пару яблок. Пайман, принеси нам рыбки. Что? Чего это ты вдруг захотела яблок? Ты серьезно? Проголодалась? Ага. Анакагасыйта. Так, я тебя, правда, совсем не переношу. Знаешь, иногда я поражаюсь тому, какая ты умная. Но, может быть, среди друзей и вправду необходимо понимание друг друга без слов.
Бодрящая выпивка, нежный ветерок, такие мгновения уносят меня назад. К той песне, которую впервые я услышал от него. Можно послушать? Лети, лети далеко. Словно свободная птица. Посмотри мир вместо меня. Вознесись на небеса вместо меня. Если тебя не поддерживают ветра. Прошли, уложились в стримчик. Мы молодцы. Вот из этого момента со старым местом ходит теория, что Венти может перемещаться во времени. И для него это первое с нами знакомство в целом. Засечь статую, трогать, осуждая. Схватись. Я не такой, говорит. Так я же все правильно сказал. За свисающий этот медальон, хотел сказать. Вы о чем подумали, вы че, извращенцы? Осуждаю чат. Подожди, он остался. Может, можно поговорить? Хватись за... Ой. Подожди. Ты же не хотел читать больше заставки. Но это было нормальное. Тут уже мой косяк, потому что у меня сейчас прям сильно переплетаются слова. Венти, вы смотрите на молчаливо сидящую фигуру в зеленой накидке. Иногда непринужденный ветер тоже может стать серьезным, но обычный смертный не может разглядеть в этом мимолетное мгновение. Все окей. Делись впечатлениями. Мне понравилась эта история. Это история с таким, знаете, ярким поворотом, потому что, как с тем пацанчиком, я до последнего думал, что этот дурачок, просто хвостун. Ненавижу таких людей. Но на самом деле оказалось, что за этим стоит такая грустная, интересная история. И мне очень понравилось. Хорошо, что мы ее прошли. Алло. Далеко? Серьезно? У меня этих грибов мало, поэтому мне надо. Вот, поэтому мне понравилось. По поводу вообще общего квеста с... как ее зовут? Джин? Она интересная. История с Джин интересная, но она немного такая простая. То есть рассказали обыденную историю. Да, Джин, у нее куча забот. Мы, в принципе, это и так понимали. Я бы это понял бы в обычном квесте. А это, по сути, квест, который вроде как должен раскрывать ее. Но, по сути, я ничего нового о Джин не узнал. А в Венти я узнал новое. Узнал его предысторию чуть-чуть, да, что он был обычным ветерком, и он принял образ вот этого паренька, который свергнул тирана. Вот это да, а вот с Джин чуть-чуть нет. Но мне все равно понравился квест. Прям, с Джин. Он тоже прикольный. Хотя мы тоже выполняли «Принеси-подай» и т.д. и т.п. Вот. Так, Чиори остается твоей любимой? Да, любимка, моя любимка. Все еще. Так, всю статую облапал развратник, неправда. Ты собирал роскошный сундук на соборе? Да, еще в самых первых сериях. Их, правда, вслух тяжело читать, быстро сменяются. Нет, вот эта касцена, она была медленная. То есть я ее спокойно читал, вот, но у меня бывает, когда я прям не могу читать слова, когда они начинают плыть. Ничего с собой не могу поделать. У меня 42-й, да, еще. Мы рады, что ты рад. Не, спасибо, не. Ну что, круткие и по домам? Да. Именно так. Я же все выполнил. Награда ранга приключений. Что? Катерина мать? Не понял. Награды это я же... К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Собрать. Закрыть. Так. Экспедиции. Все завершили? Еще 1 час. Ладно.
Спустя несколько часов я начала доделывать скин. Только что покушал. Ты молодец. Так, награды Лиуэ репутация. Ну, все тогда. Или за них тоже дают премогемы. Ну, давайте. Соберем дань. Угу. Как я и сказал, квесты Лиуэ мы проходить не будем. Я потом поспрашиваю, стоит ли тут вообще их выполнять. Здравствуй, департамент по делам граждан приготовил для тебя новые задания. Если тебе интересно, я посвящу тебя в детали. Нет, ты мне расскажи, какова моя репутация. Оло. Ну тут один, да. Тут же примагемы не дают, точно, я забыл. Ну и ладно. Все получается, крутим. Не выпадет. Так, Кирарубан. Я молодец, если ты покушаешь, тоже будешь молодец. А я перед стримом покушал, так что я молодец. Достижение. Что это? Видимое и невидимое. Получите руководство для игроков и станьте сертифицированным игроком. Было дело. Было такое, но вне стрима. Не сюда. Не сюда, подожди. Что-то я это... Так, Нибан, принимай реальность, пока не выпадет. Отстань. Все, Кирарубан-то она накаркала. Все понятно. Ведьма. Клятва стрелка. Ну все, не хватает мне. Буквально 8 штучек. Я же не могу нигде их достать. Как это не могу? Подождите. Не могу, глупости какие. Сейчас все будет. Сундук здесь? Стоп, что? Ах ты маленький засранец. Так. Подожди, за них не дают? За них же давали раньше. За каждый сундук давали, нет? Мне дали или не дали? Не дали. Только за большие сундуки дают. Чатик не включишь? Включу. Да, сундучки. Так. Нойзи Факс говорит, 2 гема дают. Так мне не дали. Еплай говорит, в Манштате не дают за обычные. Именно в Манштате? Что здесь за дискриминация такая? Так, давай-ка мы переместимся, где мы еще не бегали, не занимались вот этим действием. Кирару говорит, а ты уже большой, тебе нельзя давать за обычный. В смысле нельзя? Я маленький. Котятка говорит, Тенра. Щи сундучек заберу и пойду скин доделывать. Давай. Еплай говорит, в старых локациях так. Кто? Вы, пацаны? Нет, вон те пацаны. Обижают кабанчика. Вы чё, я должен обижать кабанчиков? Совсем попутали? Говорит, почему я умею заходить под конец. Я не знаю. Тебе, наверное, надо уведомления включить, не знаю. Я не виноват. На ютубчике можешь посмотреть, если хочешь, в записи. Отстань. Ох, как это я кританул тогда? Хорошо. Так вот. Эскрвизард говорит, я заснул просто. Тогда ладно. Эскуф котятка говорит, Тенра. Какие ему штаны и обувь делать? Сама на свой укус. Эскрвизард говорит после первого стрима. И говорит, он тот был есть давно. Тайный сундук у статуи архонтов на островке. Окей. Кирару говорит, малыш уже вырос, нормальные цифры выдает. Да. Открой, что? Зачем я это сделал? Лети. Тронь. Молодец. Орбита Channel RP говорит, всем привет. Привет. Беги. Все.
Сюда. Дайте мне примагема, алло. О, 5 штук, ничего себе. Ничего себе. Эскервизард говорит первого сегодня, я имею в виду. Нет, это второй стрим. А, Нойзи все, я Факс понял. говорит, а чатик, можем пошуметь. Эскув котятка говорит, он тогда будет в черных штанах и белых кроссах. Посмотрим. Орбита General RP говорит, можно пару вопросов по игре задать. А если я смогу ответить, то конечно. Стоп, а почему он этот сундук не показал? Или не показал? Или один за раз? Вот за это дали, он же тоже обычный. Я просто сам, по сути, новичок, но на какие-то вещи я, наверное, смогу ответить. О, вижу. Пацаны, отстаньте. Ба-ба-ба. Эскув котятка говорит, ну в любом случае. Я его доделаю, скину, потом скажет, что Засранцы. изменить. Хорошо. Аня Мика говорит, ОМ за раз. И говорит, я хочу прокачать Дехью, но лень прокачивать. Дехию, но лень прокачивать. Ну блин, Кирилл Дехия говорит, не за все классная. даются примагемы. И да, компас ток 1 сундук показывает за раз. Капец. Натали Фелови говорит, один за раз. Беда, Орбита получается. General RP говорит, ну, тогда не буду задавать. Ну, как Фейс хочешь. Но у нас Вискас тут сидит Попджой. миллион задротов, поэтому я думаю, на твой Эскервизард вопрос говорит, стопудово я Хазе, ответит. у меня что-то ночью не спалось. Такое бывает. Еще 5. Подожди, а всегда 5 давали? Как будто бы много. Мы уже, получается, все, закончили. Блин, надо еще в этот зайти, в чайник. Так, ладно. А давайте, наверное, с чайника мы все эти дела и сделаем. Мы сейчас... Награды экспедиции, кошки хвост нет, все. Так, чайник. Эскув котятка говорит, у него там борода такая вообще. Вообще. Как у меня? Кирору говорит, большой сундук 5, обычный 2, драгоценный 10, роскошный много-много. Понял. Нойзи Факс говорит, Кирару дипломированный эксперт по геншину, а Номика доцент по геншину. Эскув котятка говорит, жених. Понял. Эскув котятка говорит, у него еще губки подквашены. Какие губки подкрашены? Ты чё, мать? С ума сошла? Так. Уровень доверия. Дружба. Монетки. Все. Так, все, отстань. Да-да-да, отстань. Аня Мика говорит, ахаха, Фокс. Что, Фокс? Кирору говорит, я то коронаров закончила. Какой дипломированный эксперт. Так, все. F3. Ну что, 2 крут... одна крутка, мы же одну сделали. Погнали. Ну, получается, что нету. Меч драконьей крови. Эскув котятка говорит, у него чуть красные, как на фото, будто помадой красил. Я так не делаю обычно. Только по ночам. Так, ну что, все получается? Давайте Еплай говорит, ничего превьюшку ближе к НГ сделаем. выпадет. Понял. Понял, принял. Эскервизард говорит, не забудь, почему не падает. Из-за Кирару? Как, почему? Так, сюда. Нойзи Факс говорит, о ранары на нарах играю в рано в нарды. Эскервизард говорит, я Дабл Хазе, что панч. напишу. Кирору говорит, Во. Все. Превьюшка есть. Кирору говорит, не из-за Кирару. Подожди. И говорит, лучше сохрани гарант на мавойку. Да ладно. Вот. Нойзи Факс говорит, это же Тенра, он не умеет копить. Я такой. Мне с этим беда.
Все? Еплай Всё. говорит, он Мавуэку прокачать не сможет еще очень долго. Вот именно. Аня Мика говорит, ему дед полезнее и качать удобнее. Ну что, Кирару говорит, да ладно, ребят, на Мавуэку задонатит. Аня Мика говорит, до Натлана он еще не скоро доберется. Эскрвизард говорит, не забудь закрыть кооп, если играли сегодня. не-не, у меня закрыт. Все. Ладно, чатик. Всем большое... О, у нас были подписки. Всем большое за подписки, за лайки и за ваши подарки. И самое главное, как всегда, спасибо, что провели это время со мной. Стримчик заканчивается. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Нарара. Все. Я выключаюсь. Вы прощаетесь со мной, я прощаюсь с вами. Вы прощаетесь друг с другом, все хорошо. Не пока, Тенры и чатик. Да, вот именно так. Все, всем пока-пока. Бум-бум. YouTube, Twitch, Трова. Всем пока.